Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Наталья. В прошлых выпусках моей передачи я вам рассказала, как я пришла к правильному питанию, а также мы с вами начали разбирать основные вопросы про похудение. Внизу в комментариях под роликом я вам оставлю ссылки на предыдущие выпуски. Еще одно утверждение, оно довольно-таки спорное, готова также поспорить, отстаивать свою точку зрения. Это такое, как все вегетарианцы худые, я тоже становлюсь веганом. Все, я исключаю все белки, я исключаю мясо, я исключаю творог, я не ем рыбу, я буду налегать на овощи. Вы знаете, я на самом деле часто встречала вегетарианцев, которые полные. На самом деле, если опять-таки у вас будет несбалансированное питание, вы будете налегать на овощи и фрукты, вы будете недополучать такие витамины, например, как В12, который очень важен для нашего организма. Также вегетарианцы недополучают витамин омега-3, либо рыбий жир. Это тоже очень плохо. Это тоже не хватает нашему организму. Недостаток белка, который у них постоянно происходит, белок отвечает за наши мышцы. На самом деле он их наращивает, а недостаток белка ведет к снижению иммунитета. И рано или поздно это обязательно себя проявит в виде каких-либо заболеваний. Те же самые судороги. Без белка никак. Можете поспрашивать вегетарианцев, да, они, может быть, стройные. У всех вегетарианцев усиленный обмен веществ, усиленный метаболизм. Покажите мне на 100% хотя бы одного здорового вегетарианца, у которого нету абсолютно никаких отклонений. И помимо этого задумайтесь, что вегетарианцы кушают. Они же кушают не просто сырые овощи, жареную картошку, например. Еще очень многие говорят: Все, Наталья, я понял. Самое главное, или я поняла, надо кушать часто, но маленькими порциями. Все, я пошел, я пойду так и буду делать. Куда? А что ты будешь кушать? Маленькими порциями часто, хоть 15 раз, да, это здорово, каждый час кушай. А что ты будешь кушать? Ребят, задумайтесь об этом. В первую очередь, что вы будете кушать и сколько калорий вы употребляете в день. Калорий потребляется меньше, чем затрачивается. Основное правило. Просто убирайте из своего рациона калорийные продукты, быстрые углеводы, которые вызывают очень быстро чувство голода. Кушайте побольше овощей. Кстати, также можете посмотреть ролик «Норма порции», для того, чтобы вам не приходилось бегать с весами, да, и смотреть, и вот не забивать себе голову вот этими грамулечками. Научитесь просто понимать, что такое порция и как ее класть примерно на глаз. Еще есть такое утверждение, что Перекусы, они очень вредны для организма. ну, каждому свое. Я вам хочу сказать, что в свое время, как состоял мой рацион. Сбалансированный завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, вечерний перекус. Сейчас у меня, в принципе, идет все так же. Единственное, что я отказалась от вечернего перекуса, потому что спустя уже столько времени я понимаю, что он мне не нужен. То есть мне организм уже подсказывает, что Натали, хватит, не надо. Мне достаточно того, что ты даешь. На самом деле перекус – это некая подстраховка, чтобы организм не испытал чувство голода. Чем больше интервал между приемами пищи, тем у вас больше будет аппетит. То есть при помощи перекуса мы обманываем организм и не даем ему даже подумать о том, чтобы он дал сигнал о голоде. Именно поэтому перекусы должны быть легкие. Он работает, но калорий поступает мало. Но он работает. Помните, как я вам говорила про телефон? Главное, что работает и спокойно. Занимается своим делом, вот и пускай занимается. А по поводу воды хочу вернуться к ней. Норма воды 30 мл на 1 килограмм вашего веса. Точная формула у меня также есть в одной из моих передач. Помимо того, что она с утра запускает все процессы, обмен веществ у нас в организме, жир, он сам по себе плотный. И для того, чтобы этот жир растопить, также необходима вода.
То есть вода, она разбивает жиры. И учеными уже давным-давно доказано, что человек, который употребляет норму чистой воды, он веса теряет на 15% больше, нежели человек, который не выпивает эту норму. Еще такое утверждение. Похудеть помогают разгрузочные дни. С этим я согласна. Я приветствую разгрузочные дни. Есть такой эффект плато в похудении. У некоторых людей эффект плато проходит за неделю, за две. У меня, допустим, этот эффект плато длился 3 месяца. И я реально не знала, что делать. Физическая активность у меня была. У меня, как правило, 10 тысяч шагов – это минимум я прохожу через день. Кушаю я правильно. В чем дело, я не понимала. Опять-таки стала изучать эту аномалию. И пришла к выводу, что на самом деле для того, чтобы сдвинуть эффект плато, нам необходимо давать иногда встряску нашему организму, то есть стресс. Дружок, очнись, я тут, я с тобой. А что я делала для того, чтобы убрать этот эффект плато? У меня был запланированный срыв в диете. Допустим, собирали, я знала, когда мы должны встретиться со своими друзьями, где-то пойти погулять, там что-то покушать. И я ела от души именно то, что я хотела, вообще не задумываясь ни о каких калориях, сколько я ела, сколько я выпила. То есть все пускала на самотек. Спустя через 2 недели у меня был запланированный голод, разгрузочный день. Организм, когда я сделала запланированный срыв в диете, он обалдел от счастья, что никто его не держит в ежовых рукавицах, и тут столько энергии поступило, и ты можешь так же плясать и веселиться, как и твой хозяин. И, естественно, на следующий день он ждет что-то такого, но он ничего не получает, ты ставишь его в тот же режим, организм легко переключается на этот режим, работает, 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 и ждет очередного такого праздника. А ты ему раз и разгрузочный день делаешь. Я пила сутки чисто воду. И на самом деле, благодаря этому эффект плато спустя 3 месяца я сдвинула. После того, как я проэкспериментировала, я сразу через 2 дня скинула 1,5 килограмма. Это для меня было такое счастье. И сейчас я вам хочу сказать, что раз в месяц именно такие встряски я организму делаю. А вообще запланированные срывы в диете рекомендуют делать не чаще, чем раз в 2 недели. Но старайтесь делать это реже. И разгрузочные дни, они также дают отдохнуть организму. То есть, когда вы голодаете, вы пьете много воды. Организм требует кушать, вы заливаете этот голод водой. Первое время, то, что я с утра вставала, я сразу выпивала 1,5 литра воды для того, чтобы не ощущать чувство голода. Опять он у меня что-то затребовал, опять выпила. И так у меня в день выходило, что я выпивала по 6-7 литров воды. Нормально. Зато все восстановилось, с гормонами у меня в порядке, со здоровьем, слава богу, у меня все в порядке. Поэтому, ребята, решайтесь, пытайтесь. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Я обязательно буду рядом с вами. Следующее высказывание. Сахарозаменитель очень вреден. Лучше поесть сахар. Неправда. Также изучила много литературы. Все дело в том, что у нас есть мозг, есть вкусовые рецепторы, которые хотят получить удовольствие. Сладенькое, например. Мы кладем в рот что-то с ярким вкусом, то, что запоминается нашему мозгу. И наш мозг уже от этого отказываться не хочет и требует еще таких удовольствий. И именно поэтому сахарозаменитель дает тот же эффект, но только калорий нету. Поэтому решайте вам, употреблять сахарозаменители или нет. Я на фруктозе и на сахарозаменителе в таблетках. Честно скажу, терпеть не могу стевию. Там у нее особый вкус. А остальное все нормально. И компоты, и варенье, и десерты я все делаю на них. Еще очень многие мне говорят: Я знаю свой идеальный вес. Это рост -100, максимум -110. Вот тогда я нормально вешу. я об этом тоже снимала, ребят, передачу. Это приблизительная общая формула. А вообще желательно рассчитать свой идеальный вес. Он рассчитывается в зависимости от вашего пола, от вашего возраста.
Поэтому рекомендую ради интереса посчитать свой идеальный вес. Кстати, еще очень много людей встречаю, особенно которые мне пишут по почте. Ой, мне надо похудеть, вот мне надо скинуть 5 килограмм. Вот у меня рост 165, а я вешу 53 килограмма, и мне надо еще сбросить 5 килограмм. Помогите мне, пожалуйста. Особенно это касается молодежи, у которой подростковый период. Мало того, что ты подросток, и организм еще развивается. Вот приходится таким детям, подросткам тоже объяснять, что у вас с вашим весом все в порядке, и пока что об этом думать еще рано. Есть и вполне зрелые люди, которые считают просто психологически, что они толстые. Скорее всего, это сформировалось у них еще с детства. У меня была очень хорошая знакомая, которая была реально помешана на том, что она толстая, хотя была вот тоньше мизинца. И когда я ее спрашивала, говорю: Люда, а как ты так живешь? Ее рацион был это орехи. И она мне рассказывала, она говорит, меня трясло от голода. У нее признак анорексии пошел. Она боялась есть. Не знаю, как сейчас судьба сложилась. К сожалению, мы перестали с ней общаться. Но это уже психологическая проблема. А пошла она именно из-за того, что она в детстве была очень полная. Она мне об этом рассказывала. Она с гордостью мне показывала фотографии, какая она была и какая она сейчас. И хотя она очень худая, я ей пыталась объяснить, что реально это нездоровая худоба, это уже надо идти непосредственно к специалисту, человеку, который сможет ей как-то помочь психологически. Это уже анорексия. Еще почему очень много людей не переходят на правильное питание, потому что считают, что Полезная, правильная еда, зачастую невкусная, пресная, кушать ее невозможно, а у нас в жизни и так мало удовольствий, нам что-то хочется получить, да, хотя бы в этом отдушину. на самом деле это миф, это неправда. И посмотрите мои рецепты. Просторы интернета тоже очень довольно-таки большие, где вы можете найти массу полезных рецептов с учетом колоража, и которые будут реально вкусные. Конечно же, когда мы привыкли кушать что-то солененькое, сладенькое, кисленькое, жареное, организм к этому привыкает, но существует куча полезных специй, таких как розмарин, куркума, имбирь, корица, мускатный орех. Там много что существует, то, что может улучшить вкусовые качества блюда. Главное захотеть, остальное обязательно все получится. Очень многие считают, что Питание – это не важный фактор в нашей жизни, главное физическая нагрузка. Чем больше я буду заниматься, тем лучше я буду выглядеть. А знаете, сколько на самом деле поступает мне писем, и сколько у меня знакомых мужчин, которые мне говорят: Наталья, все это отлично, ты там рассказываешь про похудение, все это круто, а вот слабо тебе рассказать, как нарастить вес. Очень много мужчин, жилистых, худеньких, как говорят, не в коня корм, толку нету. Это опять-таки исходя из-за того, что у нас неправильно рассчитаны белки, жиры, углеводы. Если рассчитать ваш индивидуальный колораж, и если вы грамотно подойдете к сбалансированному питанию, тогда у вас все получится. Я, конечно, не отрицаю, что физические нагрузки, они также немаловажную роль играют в коррекции нашей фигуры. Но у меня очень много знакомых тренеров, по-честному, они мне говорят, просто у них не было бы заработка, что на самом деле на коррекцию фигуры вот эта физическая нагрузка играет роль всего лишь 20% из 100. И еще один такой момент я вам расскажу по поводу бега. Очень много людей делают ошибки. Говорят, все, с завтрашнего дня я буду бегать. Если у вас вес больше 90 килограмм, бег вам противопоказан. Если ваш вес больше 90 килограмм, тренажерные залы вам противопоказаны. В вашем случае вместо тренажерного зала бассейн, вместо бега ходьба в жиросжигающей зоне пульса. Об этом я тоже снимала передачу. Ну что, дорогие мои любимые зрители, в принципе, все, что я хотела, я вам рассказала в этой передаче. У меня еще очень много-много идей возникло в последующем. И про витамины вам рассказать,
какую роль они играют в нашем организме. Все мы прекрасно понимаем, что организму витамины нужны, покупаем комплексы витаминов, а какой витамин за что отвечает, мы не знаем. Об этом я тоже буду снимать передачу. А как нарастить вес мужчинам особенно, я об этом также буду снимать передачу. Дайте мне только, пожалуйста, время. В принципе, я с вами прощаюсь. С вами была Юнова Натали, телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Если понравилась моя передача, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, дизлайки, высказывайте свое мнение. Если канал понравился, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропускать следующие интересные новости, а также пишите на почту. Ну а я с вами прощаюсь, я вас очень сильно люблю и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока! Мои дорогие зрители, если у вас возникли вопросы личного характера, отправляйте мне их на почту. Почта указана внизу в комментариях под видео.